Планируете установить солнечную электростанцию? Хотите разобраться, какое именно оборудование лучше всего подходит? Тогда оставайтесь с нами, и в этом видео мы разберем с вами эти вопросы. Здравствуйте, меня зовут Николай, и я рад приветствовать вас на канале GreenForge. На канале, где вы доступно и правдиво получите информацию о солнечной энергетике и все, что с этим связано. Сегодня мы вместе с вами поговорим о базовой, но при этом ключевой составляющей солнечной электростанции, а именно об инверторе. Разберемся, зачем он вам нужен, какие виды инверторов существуют и что нужно учесть, чтобы выбрать качественный товар. Итак, начнем. Инвертор – это один из ключевых элементов работы солнечной электростанции. Все солнечные панели вырабатывают только постоянный ток, но электрические приборы нельзя подключать сразу непосредственно к солнечным панелям, так как они рассчитаны на 220 вольт переменного тока. Соответственно, чтобы преобразовать постоянный ток в переменный, используют солнечные инвертора. Они являются одновременно преобразователями тока, мозговым центром и системой контроля всей установки. Какие инверторы бывают? В зависимости от цели и сферы применения различают множество видов преобразователей напряжения. Что же касается инверторов для солнечных батарей, то они зависят от вида самой станции и могут быть сетевыми, автономными и гибридными. Сетевые работают только в контакте с основной электросетью и выполняют роль, по сути, не только преобразователя, но и корректируют также параметры сети, как амплитудные перепады, показатели частоты и другие. Если во внешней сети наблюдаются неполадки, инвертор автоматически отключается. Автономные используются для станций, где нет контакта с внешней электросетью. При этом постоянный ток на инвертор поступает не только от солнечных батарей, но также и от аккумуляторов. И последнее — это комбинированные или гибридные. Они сочетают в себе свойства первых двух. Чаще всего используются в качестве резерва для обеспечения бесперебойной работы оборудования и системы. С видами инверторов мы с вами разобрались. Теперь давайте рассмотрим характеристики данного оборудования. Их существует на самом деле очень много, но мы предлагаем остановиться на основных. Первое. Входное напряжение. Его величину следует подбирать, учитывая мощность инверторного устройства. Завышенная мощность на выходе увеличивает токи на входе, что ухудшает условия работы системы. Понизить входные токи можно, выбрав устройство с более высоким входящим напряжением питания. Вторая – это номинальная и пиковая мощность инвертора. Номинальное значение в теории равняется сумме нагрузок всех потребителей. На практике же расчет производится с учетом максимально возможной нагрузки. Если завод-производитель не указал в технической документации предельное значение дополнительным пунктом, то это, скорее всего, означает, что указанная мощность не номинальная, а все-таки пиковая. Третье – это КПД. Это количество энергии, которое будет получено при преобразовании. Современные инверторы работают в среднем на уровне 98% плюс. Четвертое – это температурный режим. Следует учитывать место, в котором будет установлено устройство. Для помещения без отопления следует выбирать соответствующий температурный диапазон. И наоборот, в случае эксплуатации в условиях повышенных температур возникает вопрос в наличии системы охлаждения. И пятое – это защита. Солнечный инвертор имеет следующие системы защиты от завышенного и заниженного напряжения, от короткого замыкания, от перегрузок, от перегрева. Инверторы бывают как однофазными, так и трехфазными. Первые отличаются более низкой стоимостью, но их выбор оправдан, когда используется однофазное оборудование и потребляемая мощность составляет менее 10 кВт. Величина напряжения 220 вольт. При этом трехфазный инвертор имеет более широкий диапазон напряжения и используется, как правило, для станций с большими мощностями. Также при выборе солнечных инверторов стоит учитывать первое – это количество трекеров. Если их больше одного, то это позволяет размещать солнечные батареи на разных плоскостях, каждая из которых можно подключать отдельно. Второе – это наличие встроенного мониторинга. Это важная опция, которая поможет вам отслеживать работу станции удаленно. В случае возникновения каких-либо проблем можно оперативно отследить их появление и причины возникновения, и при его отсутствии мониторинг придется докупать отдельно. Третье – это страна производства. Существуют китайские и европейские инверторы. У каждого из них разные технические характеристики, цена и уровень адаптации к энергосистемам Украины. Четвертое – это гарантия. Зачастую производитель дает гарантию от 5 до 7 лет, но если вы хотите больше, то есть возможность приобрести дополнительную гарантию за отдельную плату. Также буквально несколько слов о брендах инверторов, которые сегодня представлены на рынке Украины в разных ценовых сегментах. Бюджетный класс – это китайские инверторы Kistar, Altec, Goodvi,
Prime Volt и другие. Имеют привлекательную цену, свою систему мониторинга, комплектация, как правило, одна с минимум защит. Подходит для домашних солнечных электростанций, где на первом месте стоит вопрос первоначальных затрат. Как правило, все инверторы имеют в своей продуктовой линейке мощность от 3 до 30 кВт, сегменты для домашних станций, и от 30 до 60 и более кВт для промышленных и коммерческих электростанций. Средний класс – это инверторы крупных китайских производителей – Huawei, Solis, Growatt, Sungrow и другие. Эти инвертора имеют качество, сравнимое с европейскими аналогами, систему мониторинга и наличие комплекта защиты на борту. Зачастую их используют во многих проектах солнечных электростанций в Европе и Азии, как более дешевый аналог европейских брендов. И последний — это премиум-класс инверторы европейских брендов CMA, Fronius, ABB, Costal и другие. Все производители имеют многолетнюю историю развития, выполнены из качественных компонентов, имеют хорошую систему мониторинга и набор различных опций. Можно заказывать инвертор с полным набором защит, а можно комплектовать самостоятельно. В любом случае финальное решение остается за вами, исходя из вашего бюджета, возможностей и целей. Но рекомендуем прислушиваться к советам опытных компаний, которые смогут вам подобрать оборудование, которое будет работать максимально эффективно в вашем конкретном случае, так как важно учитывать наличие затенения, количество скатов и другие параметры. Здесь вариант в сравнении с соседом объективно может оказаться не настолько эффективным и нерабочим, а мы за разумный подход к делу. Друзья, надеюсь, информация была полезной и интересной для вас. Это был такой краткий обзор инверторного оборудования. А для того, чтобы не пропустить наши новые видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, жмите колокольчик. А для всех подписчиков напоминаю, у нас действуют специальные цены и условия на установку солнечных электростанций и на наши услуги. Контакты и ссылка на сайт в описании под этим видео. До встречи!